Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша интимная жизнь дальше. Пошалим опять, да? Я смотрю, вам очень нравятся расклады, которые касаются интима, да? Ну что ж, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете, да? И как всегда, не забываем подписываться на канал, ставьте лайк. Смотрим. Так, что же вы за друзья-товарищи? А что ж так одиноко? Вот проигрывается у вас расставание какое-то, да, либо вы, либо женщина ушла, это уже не столь важно, да, но то, что состояние одиночества, это однозначно. Причем вы еще, я бы сказала, вот вы живете прошлым, вот вы его не можете никак забыть, оно вас мучает, оно вас тянет. Вы бы уже и рады забыть, да, но это как наваждение какое-то. Вот причем вот эта вот женщина-злюка, которая у вас была, да, которая выносила вам мозг, она не дает вам покоя. Причем у некоторых может проигрываться, что до сих пор она вам не дает покоя. Это могут быть звонки, может быть смски, да, могут быть какие-то выяснения отношений, да, что-то не поделили по поводу детей. Даже вот сейчас вы можете с ней общаться периодически, но вот в каких-то вот агрессивных таких настроях, да, могут быть ссоры, споры, ну как-то так. Несмотря на то, что вы все равно еще за ней ностальгируете. Вот ностальгируете даже не то чтобы за ней, а вот именно за теми хорошими временами, которые были раньше. Может быть, вспоминаете начало отношений, как все было, как все начиналось, да, вот, но тянет вас прошлое. Вот хоть она из люка, хоть она мозг вами и треплет до сих пор, но вот вы не можете ее забыть. И вот состояние какое-то вот, ну, тотального одиночества, что ли. Вот не можете вы до сих пор ни личную жизнь наладить. Вот про интимную жизнь здесь вообще я не вижу, ну честно, вот я не вижу именно интима, да. Да, у некоторых могут проигрываться какие-то редкие одноразовые связи для здоровья, да, но это настолько вот, это все происходит как-то, ну, механически, это происходит без души, да, кто-то дружит просто с левой рукой, грубо говоря, да, ну, или с правой. Так, смотрим, что же будет дальше. Так, вот вы, знаете, вот вы такой человек, который, ну, вы настолько вот семейный, парный даже человек, я бы сказала. Вот вам без пары настолько плохо. Вот когда вам плохо, вам не нужен ни интим, вот вам не нужно никакое ни развлечение, вот эти все одноразовые истории и так далее. Вот вы просто, знаете, как будто сами себе еще мозг выносите. Вот, знаете, вот состояние, когда сам себя жалеешь. Вот вы можете сам себе периодически выносить мозг, и очень хорошо выносить по поводу того, что как вы это позволили, да, допустим, вот женщине к себе так относиться, да, постоянно что-то анализируете, постоянно как-то вот мусолите в голове вот эти все негативные события, и тем же самым сами себе делаете плохо, понимаете? То есть здесь уже не до интима. Вот когда вы в таком состоянии, да, у некоторых может проигрываться, что и сейчас вы пребываете в состоянии, что вам ну вообще никто, тем более даже в интимном плане, вам не нужен, потому что вам плохо, вам не до женщин, у вас какая-то ностальгия, воспоминания, да, ну то есть плюс еще может проигрываться, что вот вы настолько, знаете, вот с другой стороны, вы очень светлый человек. Вы не на помойке себя нашли, и вы не будете распыляться направо и налево. Вы ищете именно стабильности. Вам хотелось бы, да, вот стабильности. Но пока что вы еще живете прошлым. Так, что же изменится дальше? Смотрим. Что же у нас интимный интим будет? Какой? А дальше новая любовь, ребята.
А дальше у вас появляется новая женщина, причем это будут кардинальные перемены. Это будет не ближайшее время, через какой-то период, да, вот вы всегда спрашиваете, какой период, но нет периода, да, на картах. Я могу приблизительно там сезон сказать, да, но это ближе к теплу, я думаю, будет, туда вот, к теплу. Кардинальные перемены вас ждут, новая женщина, причем которая абсолютно неожиданно появится в вашей жизни. Она будет такая, знаете, вот красотка, очень любящая наряды, ухаживать за собой. Вы даже, знаете, вот как-то вы засомневаетесь поначалу, да, вот она вам внешне понравится, но вы засомневаетесь, а стоит ли начинать, а потянете ли вы, а соответствуете ли вы. Ну, вот эти вот, знаете, вот все мужские страхи, которые обычно вот бывают, вот они поселятся в вашей буйной головушке. И вы даже взгрустнете на какой-то период, потому что женщина вам очень сильно понравится. Так, и что же будет дальше? А дальше вот все-таки вы проявите настойчивость. Настойчивость, потому что вы-то общаться с ней будете, да. Сначала это будут какие-то приятельские отношения, потом ближе, ближе и так далее, да. Причем вот по дьяволу у нас идет, да, это настолько вот будет зависимость, постепенная зависимость от этой женщины. Зависимость даже интимного плана. Вот настолько вот именно, вот мы сегодня об интиме именно говорим, да. Интим будет именно, вот знаете, чувственный. Это не будет механически происходить. Именно переполненный эмоций, да, вот у нас выпал король кубков. Человек, который любит, человек, который именно эмоциями руководствуется. Вы такой человек, который вы все берете очень близко к сердцу. В том числе для вас очень важна интимная часть, да, вы очень так скрупулезно, очень деликатно к этой части подходите, вы не будете даже вот в этой сфере вы не будете творить все, что вам захочется, да, вы будете и прислушиваться к женщине, да, вы вот даже в интиме, знаете, вы настолько вот деликатно подходите, это классное такое суперское ваше качество, вы, когда любите, прислушиваетесь к партнерше. Вы стараетесь замечать, что ей нравится, что не нравится, как бы она хотела, даже позиции и так далее. Потому что, ну, как бы все взрослые люди, да, знаете, что то, что нравится одной женщине, может абсолютно не нравиться другой. Мы абсолютно разные, с разными партнерами. И вы будете настолько вот прислушиваться, знаете, вот как будто наблюдение будет поначалу, вы будете ее изучать, да. Интим будет настолько вот именно активный и чувственный в то же время. Причем это будет, знаете, не так, как это бывает уже в тех парах, в которых уже все трэш полный, миссионерская позиция, да, и 2 минуты, и до свидания, да, и спать. Знаете, по этому поводу мне вспомнился анекдот. Чтобы мужчина после интима ну, муж, да, мы семью берем, чтобы муж не засыпал после секса сразу, жена повесила на стену фотографию тещи, да, так, чтобы вот муж не отворачивался и не засыпал. То есть у вас будет с этой женщиной, знаете, вот настолько вот и страсть, и чувственность. Это такой потрясающий тандем, который бывает далеко не везде и не со всеми. Я думаю, вы прекрасно знаете, что это может происходить механически, а может быть ну, настолько с душой, да, когда вот каждое прикосновение и настолько вот кайф приносит, да. Вот с этой женщиной именно будет такое у вас ощущение, когда вот просто уже ты ее только за руку взял, и уже все, у тебя уже мурашки по коже, уже ну ты готов взорваться, да, просто от счастья. Очень такой чувственный тандем у вас будет, настолько вот переполнен эмоциями, переполнен, знаете, вот переполнен еще ревностью, я бы сказала.
Потому что вот эта женщина, она настолько вас как-то вот скружит, вашу буйную головушку, вы настолько будете оберегать ее от других мужчин, даже в чем-то даже контролировать будете. Она настолько будет вот именно вашим человеком, вот вы почувствуете, что это ну просто до мозга кости ваш человек. Когда, знаете, вот и духовно человек ваш, и в интиме человек ваш, когда вы понимаете, что вот ну, на одной волне вы будете настолько оберегать ее, да, в чем-то даже кто-то из вас может даже, кстати, шалить, чудить, даже телефоны проверять. Такое тоже может проигрываться. Но это вы будете делать не потому, что вот такой секой вы, а просто вот настолько вы будете бояться, чтобы она, не дай бог, ни с кем там даже не общалась, не переписывалась, не дай бог, да, там с одноклассником переписывается, это все, это уже конец света, это уже мужчина, это уже конкурент и так далее. Ну, то есть вы настолько будете это все оберегать. Так, что еще вы будете? Да, вот вы видите, вы как будто вот ее будете держать, что не трогать, это мое. Это мое вот именно в отношении к ней. Вот вы будете вот жадный, да, вот жадный, жадный, как же это вот выразиться, вот даже не знаю вот каким это выражением. Ну, то есть это моя женщина, да, вот именно я жадный, я никому тебя не отдам в этом плане, да, здесь деньги держат, а вы вот женщину, я тебя никому не отдам, я не позволю никому посмотреть на тебя и так далее. Ну, то есть настолько это будет, знаете, вот в хорошем смысле слова. Вот посмотрите, у нас, в принципе, потрясающая карта выпала, да, вот девятка пентаклей, когда полная гармония, достаток во всем. Это гармония и в душевном общении, и в интимном общении, и в материальном, и во всем. То есть с этой женщиной в вашу жизнь приходит и бурная страсть, и гармония, вот знаете, душевная гармония, когда тебе хорошо с человеком рядом просто помолчать. И по финансам у вас все будет хорошо. Ну, то есть, знаете, вот это период, за которым вот вы реально давно соскучились. Вот давно соскучились, потому что период гармонии, к сожалению, он не у всех бывает. Мы очень часто, бывает, да, так по жизни мы живем с партнерами, которых, допустим, вот не любишь, к которому ты просто привык, да, очень много таких семей, которые рядом с вами находятся просто для того, чтобы не делить машины, квартиры, да, чтобы, допустим, детей не травмировать. Хотя я всегда говорила, что это огромнейшая ошибка. Об этом говорят абсолютно все психологи, что нельзя сохранять отношения просто ради детей. Это будет сильнейшая психотравма, да. Поэтому, ребята, кто, ну, хотя я и знаю, что у меня, в принципе, большинство холостяков на канале, но все-таки вот если среди моих зрителей есть те, кто пытается сохранить видимость отношений, видимость семьи ради детей только, то это будет огромнейшая ваша ошибка. Потому что дети видят вот эту вот вашу модель поведения. Дети отлично чувствуют, как папа относится к маме, а мама к папе. Они очень четко чувствуют то, что любви нет. Они вот этот ваш настрой по отношению друг к другу, ну просто как губка впитывают. И потом они вырастают, они получают вот эту вот психотравму, да, вот как, тем более, если они в скандалах растут. Даже если без скандалов, да, некоторые стараются не ссориться при детях. Даже если они в скандалах дети растут, но все равно ведь чувствуется, когда есть любовь, а когда нету. И они вырастают потом, и вот эта вот модель поведения переносят уже в свои отношения, взрослые отношения, да, то есть они либо же начинают вот испытывать какую-то потребность, да, чтобы их унижали, они позволяют своим партнерам ну, какие-то непотребные вещи с собой делать, потому что они видели, что мама или папа это позволяли, да. Ну, то есть такая вот психология жертвы вырабатывается. Поэтому я вам не советую, если вы живете, кто-то просто ради детей пытается сохранить семью, ну, это очень-очень большая ошибка. Так что, ребята, вот такие пироги. Сегодня такой был расклад у нас.
Женщина потрясающая, женщина очень гармоничная, сексуальная, которая подарит вам и мир любви, и мир чувств, мир наслаждений. Причем любовь это будет очень чувственная, интим очень чувственный, который можно испытывать далеко не с каждой женщиной, к сожалению. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!